Никола Тесла, один из величайших ученых в истории человечества. Еще никому не известно, он разработал устройство, генерирующее и передающее электричество без проводов. В жизни Теслы было множество загадок. Самые главные из них были египетские пирамиды. По какой-то неизвестной причине Никола Тесла проявлял огромный интерес к этим древним монументальным сооружениям Египта. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске вы узнаете, почему Никола Тесла был так одержим пирамидами, а также узнаете о других невероятных проектах Теслы, которые так и не реализовались. Уверен, все вы слышали о Николе Тесла, так же как вы точно слышали о египетских пирамидах. Но что если я скажу вам, что Тесла, возможно, раскрыл древнюю тайну, окружающую пирамиды? Вполне вероятно, что секреты пирамид скрыты у всех на виду. Но для начала вспомним, что мы знаем о пирамидах. Что в них такого таинственного? Ведь это всего лишь очень старые постройки, не так ли? Один из самых больших вопросов, как они были построены. Некоторые считают, что пирамиды были созданы людьми с помощью одной лишь силы мышц. Но другие думают, что мог существовать какой-то сумасшедший источник энергии, о котором мы пока не знаем. Вдруг инопланетяне помогли или что-то в этом роде. Конечно же, я шучу. Но идея о том, что для строительства пирамид использовался какой-то неизвестный источник энергии, существует уже много веков. Даже в старых источниках, таких как тексты пирамид, говорится, что боги дали нам что-то для строительства великой мощи. Так что, возможно, в те времена происходило что-то действительно могущественное и таинственное. Кто знает. Скажу вам больше, эта теория Николы Теслы опровергает другую теорию о том, что египетские пирамиды были построены для захоронения фараонов, но ведь фараонов в пирамидах и не находили. Кроме того, в самих пирамидах не было найдено рисунков и иероглифов, которые являлись частью культуры древних египтян. Соответственно, возникает вопрос, для чего столько ресурсов было вложено на то, что не имеет смысла? Конечно же, пирамиды имели смысл для древних египтян, но какой? Николу Теслу это удивляло, и он пытался понять скрытый смысл пирамид. Изобретатель тщательно изучил информацию, которую мог найти, и пришел к выводу, что пирамиды содержат невероятное количество энергии. Именно поэтому в начале 20 века Тесла был одержим египетскими пирамидами. Он прочел множество книг об этих древних сооружениях и был потрясен тем, сколько энергии в них, казалось, было. В то время люди мало знали об электричестве, и Тесла начал задумываться, не скрыты ли в пирамидах какие-то передовые технологии. У него возникла идея, что сила пирамид связана с электромагнетизмом, и он потратил много времени и усилий, пытаясь разгадать эту тайну. У Теслы были довольно необычные теории о великих пирамидах. Он считал, что они могут хранить электричество, которое затем может быть использовано для питания территорий. Иная его теория предполагала использование некой кристаллической энергии. Он считал, что в камерах внутри пирамид могут находиться сверхмощные кристаллы, управляющие электромагнитными полями. Но это еще не все. У Теслы также была идея, что материалы, из которых сделаны пирамиды, обладают свойствами, позволяющими им улавливать энергию Солнца и Луны. В общем, много энергии. Он думал, что пирамида способна создавать массивное энергетическое поле, которое может освещать целые города и места, куда раньше не поступал свет. Он считал, что пирамиды получится использовать как гигантские электростанции для выработки электричества. Тесла также думал, что пирамиды каким-то образом связаны с космической энергией, которую можно использовать для духовного просвещения и исцеления. Звучит очень современно. В любом случае, Тесла не просто взял эти идеи из воздуха. Он серьезно изучил все связанное с пирамидами, от древних артефактов и текстов до иероглифов и рисунков. И он пришел к идее, что пирамиды были созданы как усилители энергии, и при их строительстве использовался ее неизвестный источник. Некоторые считали Теслу сумасшедшим из-за его теорий, но на самом деле его идеи оказали огромное влияние на то, что мы думаем о пирамидах сегодня. Исследователи и ученые годами копаются в его теориях и используют их, чтобы раскрыть главные тайны, окружающие эти древние сооружения. Например, недавно ученые с помощью теоретической физики исследовали, как Великая пирамида Гизы отреагирует на определенные радиоволны. Они выяснили, что если радиоволны будут конкретной длины, то пирамида может сконцентрировать энергию внутри своих помещений и даже направить ее. Чтобы выяснить это, ученые провели множество расчетов. Сначала они подумали о том, какой длины радиоволн сработают лучше всего. Затем они сделали модель того, как пирамида будет реагировать на волны. Они выяснили, сколько энергии от волн будет поглощено или рассеяно. И, наконец, они проверили, как энергия будет перемещаться внутри пирамиды, когда волны ударят по ней. Чтобы объяснить все это, ученые использовали метод, называемый многополюсным анализом. Это когда вы берете сложный объект и разбиваете его на более простые части. Затем вы можете увидеть, как каждая часть взаимодействует с поступающей энергией. Вы словно разбираете пазл, чтобы увидеть, как части подходят друг к другу. Исследователи интересуют, как все это может быть использовано в будущем.
Они хотят создать действительно крошечные частицы, которые смогут делать то же самое, что и пирамида, но со светом. Изменяя размер, форму, материал этих частиц, они смогут управлять движением света вокруг них. Это может быть очень полезно для создания крошечных датчиков или солнечных батарей. В ходе исследования ученым пришлось сделать несколько предположений. Они предположили, что внутри пирамиды нет никаких скрытых пространств и что материал, из которого она построена, однороден. Но даже со вскидкой на эти допущения они все равно сделали впечатляющее открытие. Но исследование пирамиды не единственное доказательство того, что Тесла опередил свое время. Есть и другие проекты Теслы, которые раньше казались нереальными, а сегодня ученые и энтузиасты пытаются воплотить их в жизнь, предлагая на них взглянуть. Луч смерти. Никола Тесла утверждал, что в 1930-е годы изобрел луч смерти, который он называл Телефорс. Устройство могло генерировать интенсивный луч энергии и направлять его в нужную точку. По его словам, мы можем использовать эту технологию для уничтожения вражеских боевых самолетов, целых иностранных армий или чего-нибудь еще, что бы вы хотели уничтожить. Но луч смерти так и не был построен. Возможно, Тесла сам уничтожил все связанные с ним документы и наброски, когда осознал, что с таким оружием отдельным странам было бы слишком легко уничтожить друг друга. Изобретение Теслы могло уничтожить все в радиусе 322 километров. Это сделает любую страну, большую или маленькую, неприступной для армии, самолетов и других средств для атаки. Тесла говорил, что это его изобретение неоднократно пытались украсть. В его кабинет врывались неизвестные, рывшиеся в его документах, но ученый так основательно все прятал, что найти что-то серьезное им не удалось. Осциллятор Теслы. В 1898 году Тесла утверждал, что построил и развернул небольшое колебательное устройство, которое чуть не разнесло целое здание, в котором находился его офис и все вокруг него. Другими словами, устройство могло имитировать землетрясение. Понимая разрушительный потенциал своего изобретения, Тесла уничтожил осциллятор молотком и поручил своим сотрудникам молчать о причине землетрясения, если кто-то об этом будет спрашивать. Некоторые ученые считают, что правительство США продолжает использовать исследования Теслы на объекте Харп на Аляске. Бесплатное электричество для всех. С помощью финансов компании JP Morgan Тесла спроектировал и построил в 1901-1902 году башню Ворден-Клифф, гигантскую беспроводную станцию передачи волн в Нью-Йорке. Морган думал, что башня Ворден-Клифф сможет обеспечивать беспроводную связь по всему миру. Но у Теслы были другие планы. Он хотел бесплатно передавать электричество и обеспечить мир бесплатной радиосвязью. Тесла собирался использовать ее для передачи сообщений, телефонии и факсимильных изображений даже через Атлантический океан в Англию и на корабли, находящиеся в открытом море. То есть он утверждал, что владел всеми теми технологиями, которые в реальности появились лишь десятилетия спустя. А еще эта башня каким-то образом должна была проводить электричество. Говорят, что если бы проект заработал, то любой мог бы получить электричество, просто воткнув якорь в землю. К сожалению, бесплатное электричество это невыгодно. Никто из промышленников и финансистов, включая покровителей Теслы, не хотел революционных перемен в энергетической отрасли. Перемен, которые угрожали самому существованию их бизнеса. Представьте, каким был бы мир, если бы общество не нуждалось в нефти и угле. Смогли ли бы тогда сильные мира сего все контролировать? Компания JP Morgan отказалась финансировать изменения. Проект был заброшен в 1906 году и так и не заработал. Летающая тарелка Теслы. В 1911 году Никола Тесла сказал одной из газет, что он работает над антигравитационным летательным аппаратом. У моего летательного аппарата не будет ни крыльев, ни пропеллера. Увидев его на земле, вы никогда не догадаетесь, что это летательный аппарат. Тем не менее, он сможет летать в любом направлении с полной безопасностью и при этом на более высокой скорости, чем любые другие объекты, независимо от погодных условий и не обращая внимания на дыры в воздухе. Он сможет долгое время оставаться абсолютно неподвижным в воздухе даже при сильном ветре. Его подъемная сила не будет зависеть от деликатного строения, похожего на птицу. Все дело в правильном механическом воздействии. Летающую тарелку Теслы приводила в действие свободная энергия системы. В то время как все другие вещи из мира авиации и автомобильной промышленности зависели от нефти и нефтепродуктов, его изобретение постигло такая же судьба, как и систему бесплатной передачи энергии. Кстати, некоторые сторонники теории заговора верят, что ФБР украла все работы и исследования и изобретения Теслы после его смерти, просто вынесли все документы из его дома и офиса. После всех этих изобретений складывается впечатление, что для Николы Теслы не существует ни гравитации, ни законов физики, ни вообще ничего, что он не мог бы преодолеть. Кажется, что в этом списке невероятных изобретений не хватает только машины времени. А как думаете вы, Тесла действительно мог сделать все эти невероятные вещи? И действительно ли ему помешали сильные мира сего? Давайте обсудим это в комментариях.
А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь.